meine Arbeit für richtig hältst. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesem Jahr... Есть что-то мистическое и в восхождении диктаторов к вершинам власти, и в их падении. Кажется, совсем недавно ты был обычным человеком, как все. И вот, подобно древнему божеству, ты управляешь судьбами миллионов. Или наоборот, только что все было послушно твоему малейшему движению. Всех виновных в камеру. А через мгновение эта сила исчезла. Я пахал, как раб на галерах. Куда уходит власть? Почему она уходит? Любой диктатор мечтает править вечно. И любому диктатору рано или поздно приходит конец. Я, Александр Баунов, написал об этом книгу, которая так и называется «Конец режима». Чтобы понять, почему диктатуры заканчиваются. Это естественный или насильственный конец? Кто или что их убивает? Вернемся к истокам. Несколько лет назад эту площадь в центре Мадрида решили реконструировать, и под памятником Мигелю Сервантесу нашли капсулу времени. В запечатанном свинцовом ящике лежали старинные монеты и медали, и несколько экземпляров Дон Кихота начала XIX века. Такой же капсулой времени можно назвать это здание позади – дворец Кортесов. Так называется испанский парламент. В его стенах произошло одно из самых громких политических убийств XX века. 18 ноября 1976 года. В зале заседаний собрались 497 депутатов. Тогда их на старинный средневековый манер называли словом «прокурадоры». Впрочем, ни оппозиция, ни мировое сообщество не признавали собрание прокурадоров настоящим парламентом. Большинство этих людей попросту не были избраны. Зато все принесли клятву верности идеям, принципам и ценностям режима Франсиско Франко. Франко единолично правил Испанией почти 40 лет, дольше Гитлера и Муссолини вместе взятых, и не терпел даже намека на оппозицию. В уставе единственной партии «Национальное движение» его роль была описана просто. Лидер принимает на себя абсолютную власть во всей ее полноте. Лидер несет ответственность перед Богом и перед историей. На трибуну Кортесов поднимается мужчина в модном, немного странном галстуке, усеянном крохотными слониками. Эти слоники – небольшое отступление от строгого официального стиля диктатуры, который может себе позволить ее 40-летний функционер. Его зовут Мигель Приму де Ривера и Уркихо. Он потомок одного из основателей режима. И он представляет в Кортесах новый закон. Первая же статья гласит: демократия в испанском государстве основывается на верховенстве закона и суверенной воле народа. Франко ненавидел каждое из этих слов. И саму идею всеобщих выборов, и правительство ответственно перед избранным парламентом. Но закон, статья за статьей, продолжает развивать эту идею. Например, заявляет, что права граждан выше прав государства. По сути, речь идет о полном демонтаже существующего режима. Прокурадоров опрашивают поименно, и абсолютное большинство одобряет крамолу, за которую сами еще недавно отправляли людей в тюрьму. На утро испанские газеты выйдут с заголовком «Прощай, диктатура». Диктатор Франко умер за год до поворотного голосования в Кортесах по закону о политической реформе. Почему, собственно, с диктатурой
не попрощались тогда? По очень простой причине. У власти была политическая верхушка, сформированная режимом. Действовали все институты режима. Власть была передана в соответствии с волей покойного диктатора его преемнику. То есть режим внешне благополучно, спокойно прошел вот этот момент передачи власти из рук в руки. И, в общем, не было никакой причины его в тот момент хоронить. Хотя были тревожные сигналы. Например, за 1,5 года до этого буквально как сахар в горячем чае растворился режим Салазара в Португалии, который просуществовал тоже 40 лет и был очень похож по многим экономическим, политическим и ценностным установкам на режим Франческо Франко в Испании. Факторы и акторы этой смерти, этого убийства диктатуры не вполне очевидны. Мы легко можем представить себе причину конца диктатур в проигравших мировую войну тоталитарных фашистских обществах в Германии, в Италии, на востоке мира, в Японии. Мы неплохо себе представляем причины смерти марксистских, коммунистических диктатур на востоке Европы, несмотря на всю идеализацию Советского Союза. В общем, более-менее все достаточно трезво себе представляют степень отставания Советского Союза в экономике, в технологиях, в обеспечении людей товарами. И вот когда мы обращаемся к гибели последних западноевропейских диктатур, мы не видим таких же очевидных причин. Они, будучи диктатурами, были внешне похожи на, что называется, нормальные страны. Они не сильно отличались от соседних развитых государств Западной Европы в момент своего падения. Зачем им вообще нужно было менять режим? Да? Зачем им нужно было уничтожать, убивать собственную диктатуру, если у людей все хорошо? Все не хуже, чем у других. Это довольно важное соображение, которое касается, в общем, многих современных диктатур, включая ту же российскую. У людей, в общем, все неплохо. Несмотря на войну, несмотря на какие-то отдельные неудобства, связанные с цензурой, или с культурными представлениями вождя или режима, или с возможностями политического самовыражения, образовательными ограничениями. Но, тем не менее, вот так вот на повседневном уровне ты можешь работать, ты можешь зарабатывать, ты можешь потреблять, ты можешь ездить, ты можешь развлекаться. Ну, а если тебе какого-то рожна надо больше, ну, съезди за границу, посмотри, получи, там, скачай через VPN то, что тебе не дают посмотреть дома. Точно так же, например, те же испанцы ездили через границу на машинах посмотреть какие-то голливудские или французские фильмы в оригинале без вырезанных эротических сцен. Но, в принципе, зачем свобода, когда есть благополучие? Зачем поднимать руку на ту власть, которая, в общем, тебя неплохо обеспечивает и при которой тебе неплохо живется? Что или кто убил диктатуры? Это сложная загадка, которая требует расследования, как в настоящем детективе. И, конечно, это важное знание для тех, кто думает о конце диктаторского режима в собственной стране. Долина павших – гигантский мемориал, который Франко задумал после прихода к власти. Здесь же, спустя почти 40 лет, в конце ноября 1975 года, похоронили его самого в огромном мавзолее, вырубленном прямо в скале. Гигантомания у любого диктатора в крови. Мемориал посвящен погибшим в кровопролитной гражданской войне, которой генерал Франко обязан своей властью. Началось все, впрочем, с падения другого режима. В 1931 году испанский король Альфонсо XIII бежал из Мадрида после местных выборов, на которых победили антимонархические партии. Крупнейшие города страны охватили масштабные демонстрации. Монархия пала, началась Вторая Испанская республика. Страну болтало то вправо, то влево, пока на очередных выборах в 1936 году не победил Левый народный фронт.
новый очаг мировой революции, о которой все еще мечтали в советской Москве, вполне мог вспыхнуть на Пиренейском полуострове. Но тут несколько генералов подняли армейское восстание. Среди участников переворота были и сторонники возвращения монархии, и сторонники построения нового общества, похожего на то, которое к тому времени начали строить фашистская Италия и нацистская Германия. Неудивительно, что они поддержали мятежников, а на стороне республики выступил среди многих Советский Союз. В русском языке от того времени остался республиканский лозунг «Но пасаран» – «Они не пройдут». Вот эти простые и смелые ребята, вчера еще не умевшие стрелять, пошли против фашизма, против авиации, против техники. Их ничто не остановит. Гражданская война в Испании продлилась 3 года. И за это время на первый план вышел самый молодой и самый популярный генерал Франсиско Франко. Que se propaga con tanta mayor rapidez cuanto más débiles son los organismos con quienes se pone en contacto. Поначалу сторонники обвиняли Франко в том, что он воюет слишком медленно. Но именно долгая 3-летняя война позволила ему консолидировать власть и вычистить из страны остатки демократической системы. Франко начал переворот человеком, которому надо было делить власть с другими политиками, а закончил единоличным диктатором. Жестоко завоевав всю страну, в марте 1939 года франкисты вошли в столицу под песню «А мы прошли». Всего в гражданской войне погибло около 500 000 человек. Половина на фронте, половина от репрессий в тылу. Такой ценой в Испании установилась диктатура традиционных ценностей. Что для этого режима характерно? Вот это смешение черт корпоративизма, фашизма и, если угодно, консервативного традиционализма. Во-первых, полное отрицание разделения общества на партии. Партии – это зло, а политические партии и их конкуренция довели страну до упадка. В конечном счете, до гражданской войны, до победы почти большевиков, все партии упразднены, союзные франко-политические силы объединены в одну единственную партию, которую для краткости стали называть национальным движением, Movimiento Nacional. Одна партия, один вождь, естественно, полное всевластие практически лидера, традиционализм, церковные традиционалистские установки провозглашаются частью государственной идеологии. Вот буквально такой испанский домострой становится частью официальной идеологии, одно из названий которой – национальный католицизм. Упраздняются, естественно, все независимые профсоюзы. Все профсоюзы организованы вертикально, они подчиняются государству в согласии с корпоративистской моделью. Нет, разумеется, никаких выборов. Выборы – это зло. Очень постепенно и только после войны появляются отдельные очаги выборов. А культ славного прошлого. Мы должны быть достойны наших великих предков, которые одерживали великие победы, которые построили великое государство. Это великое государство развалили наши зарубежные враги при пособничестве собственно, своих внутренних сообщников. Это люди, которые обслуживают не столько интересы своей нации, своего правительства, не преклоняются перед собственной культурой и собственной историей, а вот такие космополиты. Их Франко называет масонами и либералами. Для него это тоже понятие через запятую. Очень сужается культурное пространство Испании. И, в частности, предварительная цензура на всю книжную продукцию, на все средства массовой информации, она сопровождает испанский режим практически до его конца. Я уж не говорю о том, что завоевание Испании начинается с расстрела одного из самых известных поэтов, Лорки. Но большое количество деятелей культуры сначала остается на территории республики, художников, кинематографистов, тогда уже существовавших поэтов, писателей, интеллигенции. Огромная культурная прослойка международно признанных творцов
Пикассо тот же самый, Бенуэль, уходят в Францию, кто-то оказывается в Мексике потом, которая очень охотно принимала испанских политических и культурных эмигрантов, кто-то в Соединенных Штатах. Франко действительно начал править собственной страной как завоеванный. Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. Франко стал пожизненным главой партии и правительства, получив титул «каудильо», то есть попросту «вождь». Как фюрер в Германии или дуче в Италии. В соседней Португалии свой диктатор – Антонио де Оливейра Салазар. Он правит к этому моменту уже 7 лет, и тоже неограниченно и единолично, но к власти он пришел совсем другим путем. Ночь, как раны, огни зализала, смотрят звезды глазками тюрьмы. Ну а мы под мостом Салазара, в его черной-причерной тени, оказал нам диктатор услугу, и ему под мостом не видны, эмигрируем в губы друг другу мы из этой несчастной страны. Поэт Евгений Евтушенко оказался в Лиссабоне в конце 60-х. Стихотворение называется «Любовь по-португальски». Оно про внутреннюю эмиграцию от диктатуры Салазара в любовь. Тема важная и для поэта из диктаторского СССР. Португалия визуально нам представляется небольшой страной, где-то с краю Иберийского полуострова, но на тот момент, в отличие от Испании, Португалия была вообще-то одной из крупнейших империй с европейской метрополией. И в этом смысле португальский режим был одним из значительных режимов в мире того времени, а во главе его стоял при этом не император, не конкистадор, не воин, а человек совершенно другого происхождения, другого склада. В Португалии произошел аналогичный испанскому процесс, тоже пала под напором вот этих противников старой элиты португальская монархия, и на ее смену пришла Португальская республика. Это случилось в начале, в самом первом десятилетии еще 20 века, но дело в том, что Португальской республикой руководили военные, и военные были не очень компетентными хозяйственниками. Экономические результаты были плачевны, и вот был, как бы мы сказали, популярный блогер на тот момент Антонио де Оливейра Салазар, экономист, с семинарским образованием. Сначала выпускник семинарии, потом выпускник старейшего португальского университета в Коимбре, такой португальский Оксфорд, если угодно. Он писал статьи из серии «Как нам обустроить Португалию», такого экономического характера. Республиканские военные позвали его в 1928 году возглавить Министерство финансов. Он в обмен потребовал чрезвычайных полномочий. Был некоторый конфликт между военными и ним. Но в конце концов он эти полномочия вытребовал, начал такие экономические преобразования, которые довольно успешно помогли провести Португалию через как раз Великую депрессию, и начал решать вот эти вот экономические проблемы с государственным долгом, с торговыми дисбалансами, с инфляцией, ну и так далее. Классические экономические проблемы неуспешной экономики. В награду, на волне популярности, предложил себя на пост премьер-министра, который окончательно, в общем, приведет нацию к процветанию. Военные сохраняли за собой пост президента, потребовав себе вот этих премьерских полномочий, он организовал референдум, на котором изменил Конституцию Португальской республики, новый строй которой тоже так вот без затей попросту назвал «Эштаду Нову», новое государство, подчеркивая как раз этим некоторую вот почти революционного масштаба трансформацию. Трансформацию во что? В режим, как раз похожий на тот, который буквально через несколько лет сформируется в франкистской Испании, а за несколько лет до этого сформировался в фашистской Италии и так далее. То есть одна партия, национальный союз, культ государства,
и нации, национальные интересы, общественные интересы выше личных, антикоммунизм и антилиберализм, традиционализм, собственно, великая триада режима Салазара «Бог, Отечество, семья». Não discutimos Deus e a virtude, não discutimos a pátria e a sua história, não discutimos a autoridade e o seu prestígio, não discutimos a família e a sua moral, não discutimos a glória do trabalho e o seu dever. Если Франко назывался неопределенно возвышенно глава государства, Салазар назывался премьер-министром. Он формально был главой вот этой самой единственной правящей партии. Время от времени, там немножко менялась периодичность, проводили парламентские выборы, на которых во всех округах побеждал представитель вот этого самого Национального союза. Депутаты от Национального союза съезжались на очередную сессию новоизбранного парламента и предлагали премьер-министром, естественно, главу этого самого Национального союза, то есть Антонио де Оливейра Салазар, который каждый раз становился премьер-министром. Это вот классическая электоральная диктатура. Стилистически Франко и Салазар мало похожи друг на друга. Испанский Каудильо видел себя этаким новым крестоносцем, который отвоевал Испанию у безбожных коммунистов. Салазар унаследовал другой архетипический образ власти – мудрого пастыря, даже колдуна или алхимика, который в библиотечной тиши придумывает рецепты народного счастья. Франко действительно вел себя как воин, он вел гораздо более открытый, менее замкнутый образ жизни, он демонстрировал всем сначала свою жену, потом свою дочь, потом свою внучку, он, в общем, допускал репортеров, он любил парады, он любил огромные митинги, и выступать на этих митингах, несмотря на высокий такой для военного голос и, в общем, небольшой рост и несколько такую невоенную фигуру, он все-таки был вот таким публичным генералом. А Салазар жил действительно замкнуто, он не любил большие собрания, не любил шествия и парады, ограничивался какими-то официальными моментами и избегал вот такого неформального освещения своей жизни. И человек, который, несмотря на то, что был во главе огромной империи, ни разу не выбирался за пределы Европы на свои заморские территории. These are today's main events. Germany has invaded Poland and has bombed many towns. General mobilization has been ordered in Britain and France. Мировая война стала большим испытанием для обоих режимов. В 1939 году Франко и Салазар подписали пакт о нейтралитете. И хотя Франко всерьез раздумывал, не вступить ли в войну на стороне Германии, он ограничился отправкой на фронт дивизии добровольцев. Зато Португалия стала перевалочным пунктом для тысяч людей, бегущих от нацистов, и для шпионов всех мастей. Главным местом их встречи стало казино «Эшторил» на Лиссабонской ривьере. Именно здесь, кстати, офицер британской разведки Ян Флеминг встретил прототипы своего агента 007. Им был серб Душка Попов, двойной или даже тройной агент. Как и Джеймс Бонд, он сорил деньгами, любил женщин и спортивные автомобили. Там же в Эшториле поселился Дон Хуан, сын изгнанного из Испании короля. Один из сыновей Дона Хуана сыграет ключевую роль в судьбе диктатуры Франко. Но пока в мировой войне победили либеральные демократии Запада и советская коммунистическая диктатура. Премьер-министр Великобритании господин Уинстон Черчилль, президент Соединенных Штатов Америки господин Трумен, председатель Совета народных комиссаров Союза СССР генералиссимус Иосиф Виссарионович Сталин. Режимы Салазара и Франко остались в одиночестве. В послевоенные годы оба диктатора решали одну и ту же задачу – как сблизиться с западными победителями во внешнем мире и сохранить власть внутри страны. Первый и главный способ – сила.